Приветствую тебя, коллега! Знаете, в чем разница между работающим двигателем и кучей дорогого металлолома? Да, в микронах. Я дал машиностроению десятилетия, и поверьте, точность — это не просто цифры чертежа, это религия. Сегодня мы пройдем потрясающий путь от простого дедовского куска стали в ваших руках до лазерных систем, способных поймать толщину волоса на расстоянии футбольного поля. А думаете, вы знаете, как измеряется деталь? Сейчас я сломаю ваши стереотипы. Начнем с самого главного закона, который нарушают сплошь и рядом. Фундамент любого контроля — это правило 10 к 1. Если конструктор задал допуск на размер с толщину волоса, ваш инструмент обязан чувствовать 1/10 этого же волоса. Недооцените бюджет погрешности, и вы получите бракованную деталь, которая пройдет контроль, либо вы выбросите идеально годную. Дискретность решает все. Но как достичь такой точности прямо у станка, где летит стружка и льется масло? Ответ был придуман давно, и он до сих пор лежит в кармане каждого уважающего себя токаря или фрезеровщика. Встречайте, его величество штангенциркуль, или как его ласково называют, колумбик. Базовый эшелон цехового контроля. Автономный, жесткий, безотказный, ну прямо как автомат Калашникова. По ГОСТу он измеряет детали до 2 метров. Мы берем тип 1 с нониусом или современный цифровой, где цена деления уже 100 доля миллиметра. Кажется, что это идеальный инструмент для грубой и средней обработки деталей. Зажал деталь, посмотрел размер, готово. Но в этой простоте кроется фатальный изъян, который способен разрушить любую точную сборку. Какой? Давайте заглянем к нему между губок. Посмотрите на этот просвет. При проверке штангенциркуля мы оцениваем микроскопическую щель между губками. Но главная проблема — это вы, оператор. Зажмите деталь чуть сильнее, и рамка перекосится. Посмотрите на шкалу под углом, и получите ошибку параллакса. Максимальный дрейф показаний из-за человеческого фактора может съесть весь ваш допуск. Инструмент гнется, руки дрожат, температура меняет размеры и так далее. Чтобы шагнуть в мир настоящей прецизионности, нам пришлось изменить сам принцип контакта. Инженеры взяли в руки микрометры. Здесь царит винтовая пара. Трещотка полностью исключает влияние вашей силы. Инструмент сам решает, когда достигнут идеальный контакт. Погрешность падает до немыслимых сотых долей, а то и 4 микрон. А цифровые микрометры вводят нас в допуски от 0,003 мм. Валы, тончайшие детали, различные конструкции — для него нет преград. Но прогресс неумолим. Измерять отдельное расстояние стало недостаточно, когда детали обрели сложнейшие пространственные 3D формы. И тогда инженеры столкнулись с непреодолимой стеной, с которой ты никогда не столкнешься, если изучишь видео в моем закрытом сообществе на Boosty. Поверь, там очень много интересного. Оставлю ссылку в первом закрепленном комментарии и описании. Заходи. Современные чертежи — это не просто длина и ширина, это геометрические спецификации. Плоскостность, перпендикулярность, круглость, истинное положение осей и так далее. Как вы измерите профиль изогнутой лопатки реактивной турбины штангенциркулем? Естественно, никак. Ручной инструмент ослеп перед лицом сложной 3D-геометрии. Нам потребовалось устройство, способное мыслить не расстояниями, а пространственными координатами в 3 осях. И тогда создали настоящих монстров, которые навсегда изменили правила этой игры. Встречайте стационарные портальные контрольно-измерительные машины, или как их называют просто КИМ. Это абсолютные короли метрологии. Жесткий портал из гранита, климат-контроль, рубиновый щуп, который касается деталей с нежностью бабочки. Эти машины измеряют не размер, они считают облако точек и математически строят виртуальную плоскость или цилиндр, находят оси и так далее. Это единственный легитимный способ провести промеждаточные испытания сложнейшей оснастки и корпусных изделий. Но даже среди королей есть свои императоры, способные на то, что нарушает законы физики. Машины класса Zeiss, Xenos с линейными приводами. Их точность 0
0,3 микрона плюс 1/1000 длины измерения. Это опорный инструмент, где субмикронная точность не обсуждается. Они настолько точны, что чувствуют, как металл расширяется от тепла вашего тела, если вы просто постоите рядом. Это предел контактной метрологии, но есть огромная проблема. Вы не можете принести 10-тонный фюзеляж самолета в лабораторию. Что делать, если гора не идет к Магомету? Ограничение порталов. На заводе кипит жизнь, вибрации, перепады температур, огромные отливки, трубы, корпуса кораблей. Их невозможно демонтировать и привести на гранитный стол Ким. Вы не можете остановить производство ради одного замера. И тут нам понадобилось оторвать измерительную машину от Земли, лишить ее тяжелого портала и дать инженеру возможность носить ее в руках прямо по цеху. Конструкторы нашли невероятно изящное, хоть и сложное математическое решение. Портативная измерительная рука. Разомкнутая цепь сегментов, соединенных суставами, как человеческая рука. В каждом суставе стоят сверхточные датчики угла, энкодеры. Процессор в реальном времени пересчитывает углы и длины сегментов в декартовые координаты щупа. Вы просто берете ее, ставите прямо на станок, рядом с деталью и начинаете измерять. Свобода полная. Но как доказать, что эта живая конструкция не врет? Для этого пришлось переписывать мировые стандарты. Для рук создали жесточайший стандарт контроля. Мы проверяем их по калибровочным сферам и кинематическим гнездам. Оператор ставит щуп в специальное седло и вращает локтями во все стороны. Если рука врет, математика сразу покажет ошибку прецизионного сустава. Да, они спасли цеховой контроль, но они все же еще контактные. А что делать, если деталь мягкая, если это глина, пластик или сложнейший барельеф, который вы физически не сможете обтыкать щупом даже за неделю? И мы заставили работать свет. 3D-сканирование – это магия бесконтактного измерения. Вместо того, чтобы снимать по одной точке в секунду, сканер выстреливает миллионами точек, оцифровывая объект целиком со всеми его изгибами за считанные минуты. Полная геометрия, отсутствие деформации от касания. Это перевернуло аэрокосмическую индустрию и медицину. Но как именно сканер понимает, где находится каждая точка в пространстве? У нас есть два потрясающих оптических метода. Первый метод – лазерная триангуляция. Сканер, например, бросает на деталь лазерные кресты, а камеры ловят их искажения. Точность доходит до 10 микрон. Скорость просто сумасшедшая. Вы буквально закрашиваете деталь светом, и она появляется на экране. Идеально для жестких допусков и контроля качества машиностроительных деталей. Но лазеру бывает тяжело с мелкими острыми гранями. И тут на сцену выходит технология, пришедшая к нам из мира кино и анимации. Сканеры структурированного света. Они проецируют на деталь паттерн, похожий на зебру, и анализируют, как эти полосы искривляются на рельефы. В системе вроде Artec захватывают сложнейшие формы с ювелирной точностью и потрясающим разрешением. Ни одна царапина не ускользнет. Кажется, мы нашли абсолютное оружие метролога, но у всей оптики есть один заклятый враг. Враг, который делает деталь невидимой для любой камеры. Знаете, о чем я сейчас? Темная, блестящая, хромированная зеркальная поверхность. Лазер просто отражается от них, как от зеркала, улетая в потолок, а черный цвет поглощает свет полностью. Сканер слепнет. Чтобы спасти ситуацию, инженеры используют химию, сублимирующие матовые спреи. Они открывают деталь тончайшим, покрывают белым цветом, слоем, как снегом, который сам испаряется через пару часов, не оставляя следов. Это гениально. Но что если ваша деталь это не шестерня, а целый какой-нибудь старинный, к примеру, замок? Когда счет идет на десятки метров, мы используем фотограмметрию. Мы делаем сотни фотографий объекта с разных углов, а умные алгоритмы находят на них общие точки и строят 3D-модель. Точность здесь ниже, да, но примерно где-то в миллиметрах.
Зато размер объекта ничем не ограничен. Экономично и эффективно для архитектуры. Впрочем, зачем нам вообще нужны эти облака туч? Какая от них польза предприятию? А польза огромна. Инженеры научились поворачивать время вспять. Обратный инжиниринг. Представьте, у вас сломалась импортная шестерня, а станкам уже более 40 лет. Чертежей, естественно, нет, паспорт не найти, завод-изготовитель давно закрылся. Раньше это был приговор вашему оборудованию, и оно уходило на свалку. Сейчас же мы сканируем изношенную деталь, переводим облакоточек в CAD-модель, исправляем износ и выпускаем новые чертежи, изготавливая замену. Инженеры буквально воскрешают старые советские и зарубежные машины, но 3D-сканирование решает и более современные проблемы, с которыми сталкивается революционная 3D-печать из металла. Металлические детали после 3D-принтера переполнены внутренними напряжениями. Их коробит, крутит, и что они не попадают ни в один допуск. Как же это исправить? Инженер сканирует деталь, сравнивает ее с исходной математической моделью, находит зоны деформации, вносит обратные искажения в чертеж перед следующей печатью. Это высший пилотаж цифрового производства. Но вернемся к гигантам. Что если нам нужно перестроить целый горно-обогатительный комбинат? Для зданий цехов мы используем импульсные высокоскоростные лазерные сканеры вроде FARO. Они бьют на 150 метров и собирают почти 1 миллион точек в секунду. Нам нужно вписать новое громоздкое оборудование в старый тесный цех без проблем. Просто сканируем весь цех и примеряем оборудование в виртуальной реальности, исключая любые коллизии при монтаже. Это основа BIM-моделирования. Правда, в стройке действуют совсем другие правила точности. В отличие от машиностроения, где бьются за микроны, стройка живет по стандартам другим. Уровень LOA-10 – это допуск 50 мм для грубого зонирования. Но если нам нужно установить мощную турбину или лифтовую шахту, где стройка встречается с точным машиностроением, мы переходим на уровень LOA-50 с допуском всего в 1 мм. И вот тут обычные строительные сканеры начинают сдаваться. Нам нужен прибор, способный объединить масштаб стройки и точность лаборатории. Знакомьтесь, лазерный трекер – это шедевр измерительной техники. Он отслеживает мишень лазером, лучом, вычисляя дистанцию и углы азимута. Он использует интерферометрию и абсолютные дальномеры. Вы можете измерять крылья самолетов, турбины и корабли на расстояниях в десятки метров с точностью, недоступной даже некоторым стационарным КИМ. Трекер буквально следит за вашим каждым шагом. Но как он не теряет луч на таких гигантских дистанциях? Секрет скроется в самой мишени. Все дело в массивном элементе отражателя SMR. Это открытый уголковый отражатель, вмонтированный точно в центр идеальной стальной сферы. Под каким бы углом лазер не ударил в эту сферу, свет всегда возвращается строго параллельно входящему лучу. Выводите этой сферой по детали, а трекер ловит ее координаты в пространстве. Потрясающе надежно. Но представьте, что трекер потрясло в грузовике по нашим дорогам. Как понять, что его оптика не сбилась? Вы не повезете трекер в лабораторию. Благодаря институту NIST мы делаем экспресс-тест прямо в цеху. Измеряет эталонную линейку и кинематические гнезда. Трекер снимает точки в нормальном режиме, а затем переворачиваем его голову на 180 градусов и делаем замер на 2 грани. Математика мгновенно изолирует ошибки оптики от ошибок дальномера. Прибор проверяет сам себя. Кажется, оптика победила, контактные методы навсегда. Это главное заблуждение новичков. Попытка полностью заменить ручной инструмент или контактную КИМ 3D-сканированием – это фатальная ошибка метролога. Оптика прекрасно видит форму, но она бессильна перед глубокими колодцами, внутренней резьбой или микроскопическими допусками калибров пробок, где свет просто рассеивается. Ни один сканер не даст вам той юридически безупречной субмикронной прослеживаемости, какую дает рубиновый щуп. Так кто же тогда прав? За кем будущее производство? А будущее за гибридным пространством. Обычный штангель остается у станка,
для экспресс-контроля. Портальная КИМ будет стоять в лаборатории для финальной паспортизации. Оптические сканеры заберут на себя контроль сложных форм и ревес-инжиниринг. А для сложных внутренних каналов мы уже используем рентгеновскую томографию. Нет одного идеального инструмента. Есть инженер, который знает, как заставить их работать вместе. Измеряйте точно, коллеги. И до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, и всех жду на своем абосте. Всем добра. Пока-пока.